это натюрморт, а? Вы только посмотрите, как он пропекся, какой он нежный бисквит. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые друзья по ту сторону экрана. Тере вам всем из Эстонии, из Таллина. Меня зовут Яна, и сегодня мы с вами будем печь пирог. Чувствуете, пахнет? Чем пахнет? А вот и нет, и ничего не пирогом, и неправильно. Мы еще даже с вами до кухни не дошли. Пахнет весной, чувствуете? Но весна же совсем стучится, ну просто врывается в свои права, правда? Ну, а раз она с вами, за окошком уже солнышко, даже в Эстонии уже солнышко, пора испечь первый весенний пирог. Пирог с рабарбаром. Да, все новое – это хорошо забытое старое. И сегодня снова мы повторим с вами с некоторыми изменениями. Все-таки время идет вперед, и что-то да чуть-чуть, но меняется. Мы повторим с вами сегодня эстонский пирог с рабарбаром, весенний пирог с рабарбаром по бабушкиному, старинному бабушкиному рецепту. Этот рецепт из эстонской старой кулинарной книги. Если кто-то из вас когда-то бывал в Таллине, то наверняка пробовал рабарбари коук на Ратушной площади или в старом городе, в кафе, на такой тарелочке с ароматным кофе в сливочнике, в таком маленьком крошечном керамическом сливочнике. Если кто-то бывал, то помните и знаете. Я знаю, что вы все это любите, часто об этом пишете. Ну так с вами мы сегодня испечем этот самый пирог, и вы дома легко сможете это повторить. Я знаю, что вы часто пишете, что, вот, например, в каких-то странах даже и не знают о том, что с обычным стеблем рабарбара, который растет везде в огородах и в садах, оказывается, можно печь такой потрясающий десерт, чуть-чуть с кислинкой, такой свеженький. В принципе, все очень просто. Песочная основа, рабарбар, бисквитная заливка, все просто, а вкус вы удивите всех, я вас уверяю. А теперь давайте на кухню и испечем этот первый весенний вкуснейший пирог по эстонскому рецепту. Этот рецепт еще готовили мои бабушка и мама. А продукты нам нужны с вами совсем не хитрые. Ну, в общем, в этом пироге как бы 3 части. Первая часть – это песочная основа. Не заморачивайтесь сейчас, я все ингредиенты оставлю в граммах в описании, чтобы вы не забивали себе свои прекрасные головушки. Для теста нам нужно 300 грамм муки, нам нужно 200 грамм сливочного масла, не маргарина, а именно сливочного масла, 100 грамм сахара, 1 яйцо и немножечко ванили. И это все. Это у нас идет с вами тесто, которым мы сейчас с вами займемся. А для начинки нам нужно будет 600-700 грамм ревеня, который поспел на ваших грядочках и в наших магазинах, в эстонских уже. Корица нужна будет там обязательно с вами. Ах, это сочетание корицы и ревеня. Ой, и сахар. Сахар нужен нам будет по вкусу. И последняя часть – это заливка, в которой нам необходимо будет 5 яиц, 6 столовых ложек сахара, 5 столовых ложек муки, 2 столовые ложечки крахмала любого и сахарная пудра потом для пирога посыпать сверху. На вот эта часть. Об этом мы чуть-чуть попозже, но я думаю, что некоторые вещи вы отсюда уже узнали. Итак, тесто. Очень вкусные рецепты. Рекомендую. Мяу. Для начала 300 грамм нашей с вами муки мы просеиваем в мисочку. Обязательно просеиваем. Потому что при просеивании мука насыщается кислородом. Просеяли муку. Теперь сюда наш 100 грамм сахара наши. Вот секрет, не сказала в описании, но обязательно напишу. Вот грамм соли. Вот сделай то, что нужно, этот наш грамм с вами. И теперь масло кромсаем на кубики и в это тесто отправляем. В общем, делаем песочную основу. Все просто, все знаете, понимаете.
Здесь я вас ничем не удивлю. Вообще рецепт ведь очень простой. Масло должно быть совсем-совсем холодным. Не из заморозки, конечно, но точно из холодильника. Не разбавляйте его маргарином, будет хуже. Масло 200 грамм. Вбиваем вот так вот прям ножом в наше тесто, рубим его. Кстати, лайфхак, если, может быть, кто-то не знал, когда масло отрезаете вот так вот с пачки, оно прилипает к ножу, то нож просто нужно обвалять в муке. Ну, это вы тоже все знаете. Все тесто рубим ножом, добавляем немножечко ванильного сахара. У меня вот такой эстонский ванильный сахар. Рубим, рубим, рубим. Делаем это быстро, чтобы масло не успело растаять или размягчиться. И вбиваем сюда одно яйцо. Вбиваем одно яйцо и будем замешивать с вами тесто. Руками быстро формируем шарик. И этот шарик мы с вами уберем потом в холодильник. Ну, до тех пор, пока будем заниматься с вами начинкой. Вот такой шарик у нас с вами получился. И теперь мы отправляем его в холодильник на 30 минут. А сами займемся начинкой. А дальше еще все проще. Моем наш ревень, рабарбар, и чистим его и нарезаем кусочками. Как чистить рабарбар, вас никого учить не нужно. Все это очень просто. Помыли. Почистили и теперь нарезаем обычными кусочками, не крупными, не мельчим, просто обычно произвольно. Ах, какой кисленький! Вы только представьте себе, сочетание: песочное сладкое тесто, кисленькая прослойка из ревеня рабарбара и бисквитная заливка. Но это очень вкусно. Вы знаете, это настолько замечательный весенний рецепт, что этот рецепт был отобран для журнала «Перспектива», для московского журнала «Перспектива». Вышла статья прямо вот с этим самым легендарным пирогом с ревенем, с рабарбаром. Знаете, на эстонском это рабарбер. Часто очень пишете, да, что что это такое за слово? Ревень, рабарбер. Почему так все по-разному? Потому что на эстонском языке это рабарбер. Рабарберикок, пирог с рабарбером. Поэтому часто в нашем языке вот такие слова мы как-то произносим, ну, наверное, для многих получается, для носителей русского языка называется, ну, получается как бы неправильно. Но таких слов у нас, игры слов очень много. Поэтому ревень, рабарбер, кисленький, хороший. А какой из него кисель из рабарбара? А какой из него компот? А растет, считается, вообще никакого ухода не требует, растет буквально на компостной куче. Поэтому советую всем вам приготовить и порадовать себя, порадовать своих близких. Вы знаете, он хорош в горячем, в холодном виде, а в любом. Эстонская кухня вообще очень вкусная. Да, она очень простая, но она очень вкусная и всегда приготовлена с большой любовью. Особо толстые стебли можно разрезать вдоль и просто вот такими кусочками быстренько настрогать. Нарезали наш ревень, рабарбар. Посмотрите, какой он розовенький.
И он очень сочный, такой упругий. Ох, для пирога шикарно подходит. Щедро посыпаем корицей. И положим 4-5 столовых ложек сахара. Сильно сахара много не надо. У нас с вами сладкая основа. И заливка тоже будет сладкая. А вот прослойка как раз будет чуть кисленькая. Чувствуете, как запахло уже корицей? Даже 4 ложечки я сюда положу. И все перемешаю. А теперь мы будем продолжать заниматься нашим тестом. Теперь я беру вот такую металлическую форму и выкладываю в нее наше тесто. Можно это тесто раскатать, но я, как правило, всегда вот так разминаю его просто руками, чтобы везде была одинаковая толщина. Чувствую это пальцами. Капельку бортика оставляю. Наверх выкладываем начинку. Тесто наше с вами мы берем, ставим в духовку на 180 градусов вверх-вниз. Прокалываем вот такие симпатичные дырочки и отправляем 180, даже 200 градусов можно поставить и минут 15. Пусть немножечко наше тесто предварительно пропечется. Почему? И зачем? А для того, чтобы рабарбер, когда пустит свой сок, он бы не намочил нашу непропеченную основу, и пирог бы не был таким, знаете, дряблым. А ведь именно основа должна быть такая быть тверденькая, песочная. Вот чтобы этого не случилось, надо немножечко пропечь нашу основу предварительно. Отсидел наш с вами пирожок в духовке, вынимаем его и выкладываем на него начинку. Достала наше с вами тесто из духовки. Видите, оно немножечко схватилось и уже очень хорошо пахнет ванилином на весь дом. Выкладываем нашу начинку и снова отправляем в духовку. Потому что рабарбер довольно крепкий такой, он же, да, стебель, знаете. И для того, чтобы он у нас с вами не хрустел в пироге, мы его минут 5 подержим в духовке. Он чуть-чуть размягчится, а мы пока с вами приготовим заливку. То есть последний шаг с вами сделаем. Делать-то тут здесь практически нечего, справится даже ребенок. Вот так все выложили. Красиво разровняли. Чувствуете запах корицы, ванили? Ой-ой-ой, вкусно пахнет. Еще на 5 минуточек отправляем в духовку. Тоже 200 градусов. Осталось дело совсем за малым. Мы с вами приготовим бисквитную заливку. 5 холодных яиц. Отделяем белки от желтков. Отделила. Теперь еще капельку соли. Постепенно к белкам добавляем 6 столовых ложек сахара и взбиваем. Закрываем крышкой специальной, чтобы не забрызгать уж все стенки на кухне. И начинаем взбивать до твердых пиков. Взбили, переворачиваем. Не шлепнулось ничего на коленке или на столешницу, значит, все у нас с вами правильно взбито. Этот этап мы с вами тоже прошли. А теперь потихонечку в наши белки
Добавляем желтки. Нежненько перемешиваем. Снизу вверх, вот так. Добавим чуточку хорошего настроения, позитивчика, правда? Так. Ну и что у нас с вами осталось по рецепту? Совсем немного. Последние штрихи. Осталось нам с вами добавить 5 столовых ложек муки. Порассеивайте, не ленитесь. С просеянной оно вот как-то лучше. И 2 столовые ложечки обычного крахмала. Все это аккуратненько вымешиваем. И все, зальем сейчас с вами наш пирожок и будем ждать. Снова достала наш пирог. Вы посмотрите на этот ароматный дымок, который идет от него. Наше последнее с вами, что мы делаем? Заливаем наш бисквит нежненько и аккуратно на наш пирог. Духовку советую уменьшить до 180 градусов вверх-вниз. С 200 убираем. И допечем наш пирожок уже при 180. Раз выкладываем наш бисквит равномерно, лопаточкой разровняем все. Он скорее даже самовыравнивающийся. Видите, растекается сам. Вот так. Немножечко его потрясти, и он разойдется сам. И будем с вами ждать. Ах, честно говоря, пахнет уже сейчас. Отправляем еще в духовку до готовности. Готовность проверяется деревянной палочкой. Ничего нового здесь не скажу. Но и вы почувствуете, когда он будет готов. Потому что этот аромат, который разносится на весь дом, непередаваем. Ну а я пока заварю вам эстонского кофе. Что может быть лучше ароматного эстонского кофе? Кому налить рюмочку Вана Таллина прямо в кофе? Этот Вана Таллин не сам оригинал, вот как Вана Таллин 40-градусный, вы все знаете, а такой легенький, 16-градусный, со вкусом мороженого. Теперь такие новинки в Таллине есть, в Эстонии. Так, друзья мои, кофе, сливочки и пирог. Вынула наш пирог. Ох, посмотрите, каков красавец. Ну разве нет? Ай-яй-яй. Ай-яй, пахнет. Теперь мы его с вами присыпем сахарной пудрой. И будем разрезать, будем с вами пробовать. Ох, пахнет. Чувствуете? Ну что, пробуем? Давайте пробовать. Какой он воздушный. Мне кажется, что сегодня он у нас с вами получился, но вот просто так хорошо еще никогда не получался. Чувствую слегка твердую основу, пышный верх и очень мягкую начинку. Даже скорее, наверное, этот рабарбар, знаете, он карамелизируется. Смотрите, как при разрезании прямо-таки
Ой, какая прелесть. Наш пирог готов. А сейчас баллон кофе. Но вы только посмотрите. Ну это же какой это натюрморт, а? Вы только посмотрите, как он пропекся. Какой он нежный бисквит у него. Как будто чуть карамелизировался ревень рабарбар. Немножечко, может быть, ему даже надо остыть. Но в дверь кухни уже стучат мои домашние, поэтому здесь ждать совершенно нечего. Ой, а так я сейчас покажу вам его вот в разрезе здесь. Как он выглядит, чтобы вы все видели. Вот так вот специально отрезала уже всем своим. Вот так вот он выглядит со стороны. Кто там тянет ложечкой к экрану? Угощайтесь, угощайтесь. Приглашаю вас на кофе. Давайте вместе попробуем этот замечательный. Ой, какой же он мягкий. Аромат. Открывайте ротик. Невероятно. Вот эта вот кисленькая прослойка, сладкая основа и бисквит. Ну, это нечто. Это просто нечто. Обязательно приготовьте. Вы не пожалеете. Правда. И теперь кофе. Потрясающе, друзья мои, потрясающе. Ну что ж, друзья мои, вот и все. Вот так вот просто делается этот весенний, замечательный, ароматный пирог. Не просто пирог, он прямо-таки поднимает весеннее настроение. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, делайте репосты, делайте пирог, радуйте себя, своих родных, коллег, друзей. И пусть у ваших семей и у вас будет все хорошо. Здоровья всем, счастья всем. До следующего видео. Пока-пока. Хеатаека Мукаллит. С любовью из Эстонии.